Сегодня в нашем уроке снова космическая музыка, поэтому мой инструмент напоминает космический объект. И начнем мы с вами с минусовки L091. То есть это сегодня 9-й урок нашего курса Theremin 101, все минусовки которого находятся на портале Bandcamp на странице Олеся Ростовская. И нам предстоит упражнение, в котором мы с вами будем отрабатывать не только движение правой рукой внутри одной позиции на разные расстояния, в том числе и широкие, это очень полезно, но и будем отрабатывать хорошее возвращение в основную ноту. Может быть, вы помните, что даже одну ноту, вот как мы с вами играли упражнение на левую руку, да, даже одну ноту иной раз удерживать нелегко на одинаковой высоте. Вот сегодня будем активно тренироваться это делать, возвращаться после всех расстояний в базовую нотку. Поехали. Настроечная нота. Двигаюсь внутри одной позиции, возвращаюсь. Возврат. Расстояние все шире. Возвращение. Помните, да, что работают пальчики, открываются. Это целая октава. С возвратом в базовую ноту. Еще разок. Больше октавы. Ну и так далее. И там будут еще сюрпризы внутри этой минусовки. И все вы сможете хорошенечко пройти все широкие расстояния и возвращение обратно в базовую ноту. Композиция, которую мы сегодня пройдем, основана на точно таком же принципе, как и упражнение, которое мы только что смотрели. И если вы хотите мелодию этой композиции поучить отдельно, то на портале Bandcamp в альбоме Theremin 101, 9-й урок, вы найдете трек, где есть мелодия этой пьесы, причем в медленном темпе, специально для тех, у кого еще постепенно еще получается. И вы самостоятельно ее посмотрите по точно такому же принципу, как все, что мы здесь делаем вместе с минусовками. А сейчас мы с вами посмотрим пьесу уже с полным аккомпанементом сразу. Она называется «Кольца Сатурна». Настроечная нота. Вступление. Сейчас подскажет начало минусовка. Вот.
как в упражнении. Если хотите, можете сделать глиссандо более медленными. Но лучше постепенно учитесь делать их не такими медленными. И вот эта фигура движения вниз. И сейчас, смотрите, я пододвигаю запястье для того, чтобы сыграть следующий широкий интервал. Возвращаемся и играем в 2 раза быстрее. Верхние ноты в интервалах идут постепенно. И опять запястье. И смотрите, кода. Выше. Вот такая пьеса. Она слушается довольно мощно. И если вы будете играть концерт для своих близких или в своем клубе где-нибудь, где вы живете, то это хороший такой акцент в концертной программе, я бы сказала, мощный. А мы с вами через неделю продолжим вместе развлекаться на Терминвоксе. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, на канал Олиас Рост, настраивайте уведомления, ставьте лайк. И не забудьте, что все минусовки для наших уроков и для ваших будущих концертов с этими простыми пьесами находятся на портале Bandcamp на странице Олеся Ростовская. 2 альбома, 2 половины курса Theremin 101. До встречи!